Всех приветствую! У меня на канале есть видео, где вы можете написать свои идеи и пожелания разработчикам игры The Forever Winter для улучшения проекта. Ссылку на видео оставлю в описании и в закрепленном комментарии. Формируйте, пожалуйста, обращения лаконично и без сложных словосочетаний, чтобы YouTube смог перевести их максимально достоверно. 30 сентября разработчики вновь выпустили важное обновление, существенно изменив затраты воды для входа на карту. Но самым главным обновлением в этом патче стало добавление подземных коммуникаций. В результате игра реально преобразилась, стала полноценнее по сюжетной линии, а геймплей стал разнообразнее. Обратите внимание на карту. Сейчас есть 4 туннеля. Каждый из них имеет по 2 или 3 выхода на поверхность. Как я понял, туннели имеют конкретную связь с определенными картами на поверхности. Получается, нельзя войти в туннель А и сразу выйти на карту подземное кладбище. Через туннель А мы только можем выйти на карты Опаленный Анклав и Пепельный Холм. Но мы можем сделать забег с туннеля А до карты Подземное кладбище, при этом не возвращаясь в убежище. Нам придется выходить на поверхность, а потом бежать до точки спуска в подземные коммуникации. Для удобства визуальное отображение иконок возвращения на базу и спуска под землю выглядят по-разному. Таким способом мы будем продвигаться дальше к следующему туннелю, который также имеет выходы на поверхность. Получается, чтобы добраться от туннеля А до карты Подземное кладбище, нам нужно 4 раза спуститься под землю и 4 раза выйти на поверхность. Можно не выполнять такой длинный забег. Разработчики добавили новых дронов, которых можно создать. Один из них способен доставить нас на удаленную точку. Только чем дальше локация находится от убежища, тем больше требуется заплатить ресурсом воды и дронами-перевозчиками. Смотрите, когда я выбираю точку, в которую хочу отправиться, то в правой части экрана появляется информация, сколько воды и дронов-перевозчиков потребуется, чтобы туда попасть. Отличная новость, у нас появился дрон, который может подобрать труп, если мы где-то погибли. Теперь не нужно делать дополнительный забег ради того, чтобы поднять свою экипировку после смерти. Также важным обновлением в этом патче является возможность в убежище улучшить свои личные покои, которые дадут баф на увеличение запаса здоровья в процентном соотношении. Правда, чтобы построить данную конструкцию, нужно собрать много ресурсов и обязательно создать дрона-строителя. Появился новый стимул в игре, чтобы себя занять на какое-то время. Теперь разработчики у игры сформировали 2 направления. Первое – это жестокие сражения на поверхности между фракциями, где игрок попадает в опасную среду, в которой он максимально уязвим. Ему нужно приложить много сил, чтобы выжить и при этом успешно собрать трофеи. Второе направление – это игровой процесс в подземных коммуникациях. Тут все гораздо спокойнее и безопаснее для игрока, чем на поверхности. Кстати, данное место отлично подойдет новичкам для плавного ознакомления с игрой и ее суровыми законами. Под землей также можно находить в контейнерах полезные компоненты для создания различных предметов. Я успешно собирал большое количество трофеев, и за мной ни разу не высылали охотников-убийц, по сравнению с тем, как это происходит на поверхности, когда собираешь много трофеев. Мне понравилось, что тут мало врагов, и они между собой практически не пересекаются. Из серьезных противников пока я встречал только маленького меха Европы и маму. Возрадуйтесь, любители скрытного передвижения! Новые подземные локации сформированы таким образом, что можно спрятаться от врагов во многих местах, и можно благоприятно использовать укрытия для сражений. На поверхности порой безопасно передвигаться и сражаться вообще бывает невозможно. Враг без перерыва наступает со всех сторон, а вот под землей все совсем по-другому. Мне также понравилось, что разработчики под землей сделали легкий элемент паркура. В некоторых местах нужно будет внимательно прыгать, чтобы не свалиться вниз.
а также осторожно проходить участки, где можно получить урон от разряда электричества или горячего пара из труб. В подземных коммуникациях нам придется платить временем. Тут расстояние от точек нахождения контейнеров находится дальше друг от друга, чем на поверхности. Если задаться целью и полностью собрать все трофеи под землей, то на это может уйти до 30 минут и больше. Все зависит от героя и вашего знания местности. Поначалу, когда исследовал подземные туннели, я иногда терялся в пространстве, так как тут много однотипных длинных коридоров. Если вы захотите закончить игровую сессию в подземных коммуникациях, а потом продолжить, при этом не возвращаясь в убежище, то можно дойти до точки сохранения. Визуально она будет отображаться как костер, и на нее можно выйти, ориентируясь по компасу. Визуальная составляющая подземных коммуникаций на высоте. Я получил эстетическое удовольствие, исследуя эти локации. В некоторых местах я даже увидел сходство с фильмом «Матрица». В этих локациях при опасных состояниях сделали новую музыку, и она, как всегда, безупречна. Сейчас полноценно стала работать игровая механика наблюдения соотношения враждующих фракций на карте. Для этого на локациях нужно активировать маяки. Они выглядят как необычная конструкция на длинных ногах. На карте их всего 3 штуки, и они находятся в разных местах. В убежище при выборе карты, в которой активированы маяки, будет отображаться информация по соотношению сил врагов. Я заметил, что разработчики улучшили регистрацию нанесения урона по ползущим киборгам и киборгам-собакам. Всю пехоту врагов стало возможно убивать быстрее из огнестрельного оружия. Разработчики либо увеличили урон у оружия, либо снизили количество здоровья у врагов. Скорее всего, снизили запасы здоровья, так как я стрелял с винтовок и пистолетов. Урон залетал приличный. Но когда я врывался на близкую дистанцию с дробовика, то урона не было вообще. Печально. Помянем наши любимые дробовики. Они до сих пор не актуальны. Мой итог таков. С добавлением подземных локаций игра наконец-то сформировала ядро, связывающее многие элементы в игровом процессе. Мне единственное не понравилось, что когда мы меняем локацию для продолжения игровой сессии, весь наш опыт, который мы получаем от убийства врагов и сбора трофеев, обнуляется. Я бегал без возвращения на базу под землей и на поверхности. При этом активно выносил врагов и собирал награды. Но когда я доходил до точки смены локации, а не до точки возвращения на базу, то весь мой опыт, который я должен был получить, обнулился. Получается, опыт с экспедицией засчитывается только когда возвращаемся успешно на базу, а при смене локации наш успех аннулируется. Если я в этом не прав, то поправьте меня, пожалуйста, в комментариях. Еще добавлю, что игра стала больше располагать и вынуждать игроков к совместной экспедиции. Если вы заметили, когда по нам стреляют мехи, то можно улететь в глубокий нокдаун. Анимация такого нокдауна чересчур долгая. Пока мы встаем, вражеский мех очень часто успевает подойти к нам и шотнуть с одного удара. У меня был случай, когда маленький мех европейцев отправил меня в нокдаун, и когда я встал, он тут же сбил меня с ног повторно на такой же длительный срок. После этого я сумел встать и тут же опять улетел в глубокий нокдаун. В общем, меня 3 раза подряд сбивали с ног на долгое время. Эту механику нужно обязательно исправлять и сделать деминишинг. Деминишинг в играх – это игровая механика, где эффективность действия или ресурса уменьшается с каждым последующим применением к одной цели или в течение короткого времени. В заключение скажу, что стрельба от третьего лица до сих пор кривая. Очень часто происходит неправильная отдача оружия при стрельбе непрерывного автоматического огня. По-простому, когда мы зажимаем спусковой курок, разлет пуль становится неадекватным. Даже в близкой дистанции, когда враг стоит перед нами в 2 метрах.
Хотя почему-то стрельба из оружия зажимом от бедра более точная, чем от третьего лица во время прицеливания. Вот такой вот парадокс. Подписывайтесь на канал в Телеграме и на канал Ютуба. Да пребудет с нами сила!